Всем привет! Освобождаем комнату. А для чего? А потому что вот в этом месте у нас будет стоять печь-камин. Вот решила я поставить. Муж долго сопротивлялся. И сейчас сопротивляется, он кричит, вторит. Никак не хотел эту печь, но она уже приобретена. Я для этого и выходила на работу, чтобы заработать на печь-камин. Ну вот нужна она была мне, ну потому что вот альтернатива отоплению, когда у нас зима. Начинается зима, я начинаю нервничать. Сейчас вот этот телевизор мы тоже будем убирать, шторы будем убирать, освободили кровать, постелим сюда клеенку, картины, все эти тумбочки. Чего? Картины, да. Все убрали с вот этой тумбы. Вот эти все причиндалы у нас уже приобретены, а печь стоит на улице. Мы не могли ее затащить. Ну вот ребята, которые нам придут сегодня делать, они сказали, оставьте на улице. Ну, думаю, что значит нам помогут. Она, елки-палки, килограмм 110, наверное, весит. Мы ее еле вытащили из машины. Хорошо сосед прибежал, увидел, как я тягаю вместе с мужем. Мы ее до того дотягали. Прибежал, говорит, давайте помогать. И вот мы втроем ее, просто ее вели, тащили, но притащили. А зеркало-то не надо, Вов? А чего, зачем? Зеркало хочешь снять? Ну не тяжело снимается. Сейчас шторки тоже снимем, потому что они сказали, будет пыльно. Короче, альтернатива отоплению. Потому что зимой у нас бывает отключают свет. В эту зиму тоже отключали. И на дворе было минус 30. Соответственно, я начала паниковать, потому что, чтобы отопление не вышло из строя, у нас же теплые полы, и это все может, как говорится, замерзнуть, не дай бог. Вот. А тут все-таки и мы отапливались с газом. Хорошо и газ был. Не отключили. Думаю, что его и не отключат, конечно же. Включали газовую плиту и вот таким образом грелись. Еще грели воду, чтобы подтащить ее наверх в больших-больших емкостях, кастрюлях, чтобы ее подтащить наверх и там обогревать наверху таким образом дом. Ну вот решила печку. Печь-камин здесь будет. Такую самую недорогую купили, но обходится это все, конечно же, в копеечку. Вот ребята через час уже должны прийти, где-то с самого сранья, и начать делать. Решили поставить ее сюда, в уголочек, потому что больше некуда. В большой комнате у нас там стоит диван, вот такой угловой. Конечно, само то бы ей бы здесь встать, вот в этом углу, но уже все, мебель как бы здесь. Так, не надо ей помогать, сам тащит. Все сам тащит. Ну, вот сюда, да. Видите, какие у нас тут причиндалы. Потом приезжал сын у нас в Новый год, и тоже в Новый год было очень... Он приезжал со своей семьей, мы предоставили им вот эту комнату, чтобы они здесь спали, и они просто замерзли. Мы-то, конечно, привыкли к прохладе, а они замерзли. То есть иногда можно отопление или же убавлять, или же не включать долгое время на осенью, и просто вот печечкой пользоваться, смотреть на огонечек, там огонечек будет видно. То есть купила я самую такую недорогую печь. Ну, в общем-то, цена, конечно, оказалась... Мы заплатили где-то 74 тысячи, плюс надо еще сейчас за работу заплатить. Ну и поменяем шторки заодно. Эти тряханем, тюль постираем, а повесим сюда светонепроницаемые шторки. Что-то я еще хотела сказать.
И забыла. А, у нас же потолок-то, посмотрите, какой. Натяжной. И я все думала, что не получится поставить печь. Пригласили печника, нам посоветовали профессионала. Он сказал, а я ставлю. Есть такие, да еще тем более у нас же двухэтажный дом. А печку надо, конечно же, предусматривать. Кто будет строить дом, обязательно печка нужна. Вот в обязательном порядке. Сразу же предусмотрите это. Потому что свет отключают. То есть если это все газовые котлы, это все на свете. У нас в этом году отключали свет несколько раз. И тем более в минус 30 было отключение. То есть это нервомотательство просто-напросто. Ну и будут ее в бок, трубу тянуть в бок. Сказали, что такой натяжной потолок не помешает, ничего с ним не случится. Но мы, конечно же, не каждый день будем и топить будем не то, что там прямо часами, естественно. То есть все должно быть нормально. Я думаю, что... Ой, муж, конечно же, против. Да меня и печник-то, в принципе-то тоже говорит, зачем вам это надо, лишняя трата денег. Ну вот почему-то вот моя чуйка говорит о том, что все-таки надо. Потому что вот бывает... Надо было сразу делать. Я о чем и говорю. Не продумали. Ну, надо было тогда кирпичную ставить стенку, сразу же, печку. Из кирпича делать. Но это, прости, извини, тоже на тот момент, когда мы строили дом, у нас каждая копейка была на счету. Мы с тобой экономили даже на трусах. Правильно? И на носках, и на еде. Просто, если хотела печку, потом перспективу, что в это место заложить фундамент там посильнее. А какой еще-то фундамент? У нас цельный фундамент. Ты про что? Нет, если там, просто что там не проводить, там же кабеля-то вот эти водные-то проведены. Только что кабель, чтобы не промялся. Да, не заливать. Ну, не знаю, так у нас фундамент цельнокройный. Как его называют-то? Да, у нас очень дорогой оказался пол. Дима нам тут сын придумал, укладывал да укладывал. Там такие слои, там такой пирог у нас уложен на полу, что у нас в миллион лишний плюсом вышел дом. Представляете, я потом посчитала, я говорю, ты что, Дим, это же вообще это самое, ну вот такой пол, даже застройщики говорили, что ни к чему совершенно такой пол делать. Ну вот, Дима так порешал, он начитался, интернета насмотрелся, сам как раз в это время тоже строил себе дом по полной программе, и нам тоже присоветовал, сказал, делайте точно такой же. Все, освободили мы комнату. Теперь и сам не живет, и мы живем в дорогом доме. Да-да-да. В общем, сейчас все накроем мы пленкой, пол, и ну и все. И покажу действия, если разрешат снимать. Если не разрешат, то тогда только конечный результат. Ну или так периодически, что чего будет. Ну вот процесс идет полным ходом, устанавливает печку. Еще, оказывается, не докупили пластины. Сейчас поедем в магазин докупать. Вот я как думала сегодня, встала еще с утра, думаю, наверное, может быть, не все докупили. Точно, пластины какие-то не докупили. Вот сейчас поедем в магазин докупать. И один лист будем сдавать, вот тот, вот этот лист. А оцинковку будем покупать. Так, вот отверстие уже сделано. Сейчас пройдем через него полметровым сэндвичем. Ага. Сэндвичем мотаем. Трубу, да? Труба пройдет, да. Тоже трубу и... Потом поставим тройник с монтажной площадкой, консоли и выведем. И труба выводится. Вот здесь вот у нас труба, и пойдет она наверх. Благо у нас задняя вот эта стенка. Поэтому и придумали здесь поставить печь. Если бы, конечно, был перед у нас, то, конечно, бы тут не стали. А самое интересное, у нас не додали нам вот эти две пластины, да? Вот они, две пластины с отверстиями. Там ноги мои.
И что? И пришлось нам ехать в магазин. Но мы сдали, как называется это вот эта вот панель-то вот эта вот, которая на стену, защитная эта панель. Нет, защитная на стену ставится, и мы еще ее на пол. Фламан? Флама. Флама. Вот. И одну мы сдали, фламу, а купили вот эти 2 пластины и еще краску. Ее покрасят, она будет черная, да? Вот эти пластины будут черные. И нам еще бонусом дали в морозильную камеру-то ложатся ячейки-то, где замораживаешь лед. Да, вам, говорит, не надо? Я говорю, надо. Сейчас покажу. Вот такие ячейки под лед. Я как раз травы делаю, выжимаю сок из трав, и мне надо замораживать. Вот сейчас буду замораживать. У меня где-то есть вроде такие ячейки, но мне надо же много. Дал 2. А потом говорит, ой, еще есть, еще надо? Говорю, еще надо. В общем, бонусом еще получили вот такие штучки. Еще съездили, сдали банок там рядом как раз металлолом на 770 рублей. Ну и получилось у нас. Зашли в светофор, купили опять вкусняшек всяких. То есть все у нас как по маслу сегодня. Прям день, прям как по маслу. Сначала я так расстроилась, думаю, ну вот. То этого не хватает, еще встала, думаю, а вдруг чего-то не хватает, то другого не хватает. Ну, не зря съездили. Ладно, вот такая печечка будет у нас. Печка-камин. Вот потом, ой, как тут чего делается, я даже... Опа, вот как делается. Вот как делается она. Так. Ой, тяжело как закрывается. А здесь что, ничего не открывается, что ли? Здесь какая-то... А это под дрова, вот это отверстие. Вон какое отверстие нам тут сделали. Все чистенько, они не мусорит. Вот такое отверстие высверлили. Ну все, осталось только... Вон какой у них тут лайфхак. Кулечек. Все в кулечек собрано. Весь мусор собран в кулечек. Молодцы. Ребята, Максим... Кстати, я его хотела снять, он говорит, нет, не надо. Я говорю, я вам рекламу сделаю. Он говорит, не надо, но его действительно не надо рекламировать, у него столько работы. Мы месяц ждали, когда он нам придет поставить печку. Так что ж, дождались. У него хорошая реклама, друг подружки, как говорится. Заодно обзор. Вот взяли такое мороженое, тоже на пальмовом масле, в светофоре взяли. А я такое мороженое видела, кстати, в обычном магазине. Только оно стоит не 51 рубль, а 80 с чем рублей. 80 с чем-то рублей. А это 51 рубль. Вот такие бабушкины сдобушки. Такое сдобное колечко. Апельсина. Тоже тут пальмовое масло. По 70 рублей. Не знаю, магазина сколько. Майонез Пичагин я видела 100 раз в обычном магазине. Тут он стоит 103 рубля, а мы покупали по 140 рублей. 30 рублей здесь сэкономили, 20 и 20, 40 рублей здесь сэкономили. Ну, в общем, короче, 100 с лишним рублей, а хотя мимо мы проезжали, 100 с лишним рублей мы сэкономили. Что, плохо, что ли? Нормально. Это сходить, хлеба 2 буханки купить. Все-таки мы пенсионеры, поэтому мы на всем экономим. Только печку покупаю, не экономлю. Печи покупаю. Муж говорит, ты будешь пользоваться 1 раз в год только. Я говорю, ну и что? Ну и ладно. Ну, и будет оно как тумба у тебя стоять. Ну, что делать-то? Как тумба. Ой, всю приругал. В общем, ладно. Из всего надо искать позитив. Все, как говорится, к нужному. Ну что, пробуем печку. Сейчас немножко дымок идет. Печка что, выделяет, да, наверное, вот она вся эти краски или что-то выгорает. Ну вот не вот это ли позитив, как аура такая, какая, благодатная, когда огонь-то горит, когда смотришь-то на огонь. Посмотри, какая прелесть. Вот нам поставили, печечку поставили. Сейчас мы ее опробуем. Вот так вот будет выглядеть у нас в спальне. Будем лежать, спать, затопим и смотреть на огонечек. Здесь у нас еще кресло-качалка где-то есть поставить. Класс. Сейчас покажу, как труба снаружи. Так, вот здесь у нас предполагается телевизор, но мы его будем отодвигать. Потом покажу, как все у нас получится. Шторки мы постирали. Повешаю другие шторки. И вот такой огонечек.
Смотрите, какая красота. Но мне нравится. Мне нравится. Конечно, смотрится вот это вот черное все, вот может быть оно таким пятном черным. Может, что-то какое-то посветлее бы надо было бы под цвет обоев. Ну вот, ладно, такой ракурс. Нет, там белое оно бы выгорело, да еще если вот это. А, да, циновка-то она сама выгорит. выгорит, а это останется и долго будет. В общем, поставили мы печь. Все-таки я это захотела, я это сделала. Во всяком случае, влажность там убирать, допустим, когда сырая погода и влажно. Вот немножечко взял, подбросил 3 веточки. Вот такой огонечек. А там я. Всем привет! Смотреть на огонь, это же тоже здорово. Это очень успокаивает. А? Кочергу еще надо сюда. А уж давно у вас горит. Меня, главное, не зовут смотреть, как печка топится. Ты смотри-ка. Я сам не видел, я тут убираю, пока это все, тебе я это подавал. Ой, красота. Красота, девочки, мальчики, красота. Вот видите, печка. А там потолок у нас натяжной. Но мне сказали, что все хорошо, все хоккейно. Ну, вот так вот труба выходит со стороны улицы. Все на кронштейнах. Прикрепили через сайдинг. У нас газобетонные блоки, к ним прикрепились. И вот труба выходит выше крыши. В общем, все, поставили мне печку. Супер, супер. Я рада, я довольна. Ну вот, так получилось. С печечкой, со всеми причиндалами. Вот, ну, надо менять тумбочку. Или же телевизор надо подвесить вместо картины туда, сюда чуть-чуть ближе, правее. Или тумбочку менять, то есть тоже какого-то черно-белого цвета, потому что здесь она, конечно же, не вписывается. Вот, как-то что-то куда-то ее... Я думала еще, может быть, сюда телевизор поставить, но у нас вот здесь кровать, неудобно будет. Больше телевизор не знаю куда. К окну, мне кажется, его не хочется окно закрывать. Я все время туда выглядываю в окошко. Заставлять. И оно тут, конечно, не очень вписывается, телевизор. Скорее всего, надо подвесить. Ну, а вы что предлагаете? Так, в общем, печку поставили для того, чтобы вот эта антенна у нас здесь стояла. Там она вообще ничего не ловит у нас. Здесь она прекрасно ловит каналы. Печечка еще тепленькая. Подтопили буквально веточки часа 2 назад. Одна топка была. Буквально ветки. И еще и печка до сих пор теплая. Вы знаете, ушла влажность сразу же. И стало комфортнее, потому что все равно влага уже напиталась. Мы давно уже отключили теплые полы, еще в начале мая, если не раньше. И поэтому уже влага, конечно же, в доме напиталась в этой комнате. А сейчас по суше стало и покомфортнее. И так тепло, жарковато даже. Ну, то есть чуть-чуть подтопить, когда если некомфортно, и создается сразу же уют. В общем, как-то вот так. Кто-то скажет, конечно, как и муж мой, зачем нужна была печка, генератор. Да, и еще будет генератор. То есть я должна быть во всеоружии. Вот и все. Поэтому и купила печку, вот деньги на ветер. А мастер-то тоже говорит, я бы тоже ругал свою жену, если бы она придумала печку при газовом отоплении, и электрический котел у нас есть. Но я ей говорю, что мы просто... У нас были ситуации такие, что при минус 30, а здесь очень часто бывает, даже месяцами бывает минус 30, и в этой комнате у нас холодно. В этом году приезжал на Новый год сын со своей семьей. Они просто мерзли здесь. Хотя котел был увеличен в температуре, повышена была температура. И они мерзли. А печечку мы подтопили,
И все. И им комфортно, и прекрасно здесь. Так что ж, в общем, пускай будет. Я специально для этого и вышла на работу, что заработать на эту печку. Кстати, взял мастер, ну, мы договаривались на 15 тысяч и договаривались, конечно же, о скидке. И вот он спрашивает, вернее, я говорю, так, ну и что, сколько мы вам должны? Думаю, он сам скидку скажет, там, ну, рублей 500, может быть, он. А он и говорит, такой прям мастер, это вообще такой душевный, хороший человек. Максим, спасибо тебе большое. Конечно же, ты не смотришь мой канал, я и не говорила о своем канале, но просто человечный человек. Он говорит, сколько вы посчитаете нужным сделать вам скидку, столько будет и хорошо. Я говорю, давайте 1000. Он говорит, давайте. Ну все, мы договорились за 14. То есть 76 плюс 14, 76 тысяч нам обошлась вся вот эта конструкция вместе со всеми вот этими прибамбасами, трубами. И до 14 это получается 90 тысяч наша печечка нам обошлась. Вот внизу вот такой лист положен оцинковки покрашенной, а с боков вот такие тоже какие-то специальные термостойкие вот эти вот листы. Так что ж вот так вот получилось. Ну вот телевизора нет, смотрится нормально. А вот с телевизором мне не нравится, конечно. Ну и коричневый фон. Ну будем, значит, думать, будем здесь как-то более делать уют. Я вот думаю все-таки повесить ее. Вот это мы с мужем. Это нам Ксения делала картину. В общем, куда-то сюда его, немножечко сюда сместить. Так, это я уже повторяюсь. Ладно, все. Всем пока-пока. Видео длинное получилось у меня по поводу вот этой печки. Всем пока-пока. Всех обнимаю.